Давайте начнем с плюсов KLE 500. Хотя, кого я обманываю, всех интересует только клиренс. Внезапно он оказался самым важным параметром у мотоциклов. Многих смущает, что у KLE заявлен дорожный просвет 185 мм, а ход подвески 210 мм спереди и 196 мм сзади. И типа это автоматически означает, что мотоцикл будет биться дном. На самом деле это измерение в разных условиях. Расстояние до торчащего винтика крепления защиты двигателя на мотоцикле в статичном положении без водителя у меня получилось таким же, как заявляет Кавасаки. Но в этом же положении статичного проседания ход вилки по моим замерам в районе 183 мм. Обманули, получается? На самом деле в спецификациях указывается максимальный ход вилки, грубо говоря, с вывешенным колесом, а клиренс измеряется с учетом статичной просадки под собственным весом. Причем для заднего амортизатора, как правило, статичная просадка больше. Еще можно добавить, что я измерял вилку под наклоном, а клиренс строго вертикально. Если ход вилки 183 мм с наклоном 28 градусов перевести в вертикальный вид, как у клиренса, это всего-навсего 162 мм. Вдобавок, в реальности вся длина перифилки не используется. На нормальной вилке уплотнитель не будет биться о нижний край вилки, по-хорошему еще пару сантиметров нужно вычесть. Проще говоря, даже с ходом вилки 210 мм и клиренсом 185 мм все равно останется запас сантиметра 4. С амортизатором немного иначе. Там можно замерить ход штока, но практического смысла в этом мало. Во-первых, амортизатор может стоять почти горизонтально, а во-вторых, к амортизатору добавляется рычажная прогрессия и собственная амплитуда маятника, поэтому подразумевает общий ход колеса по вертикали. Но смысл тот же: при статичной просадке ход будет меньше заявленного. Да, судя по тому, что люди бьются защитой после прыжков, с амортизатором Кавасаки просчиталась, но это решается, причем дешево. Наверняка через некоторое время появятся для KLE короткие рычаги прогрессии, которые завысят мотоцикл, и проблема уйдет. Сами по себе рычаги копейки стоят, это вопрос 20 евро, а заменить рычаги самостоятельно способен любой криворукий человек с базовым набором инструментов. Другое дело, что мотоцикл и так самый высокий в классе, и такое решение создаст проблему для людей с низким ростом, хотя есть потенциал для занижения седла. Кавасаки предлагает даже фирменное заниженное на 3 см сиденье. Есть вариант сильно проще. Кавасаки выбрала очень редкий размер задней шины 140 на 70 R17. Я думал, что это какой-то свой японский стандарт, потому что такой размер я лично встречал только на V-Strom 250 и больше нигде. Однако компания заявляла, что они тестировали мотоцикл с разными вариантами колес, и такой вариант показал себя лучше всех. Предположу, что тестеры выбрали самое низкое колесо из всех возможных вариантов, потому что им понравился эффект от переноса развесовки на заднюю ось и стабилизации за счет более длинного трейла. Это типичная развесовка раллийных мотоциклов для стабильной езды по рыхлым покрытиям, чтобы перед не зарывался в песке. Смысла на тур-эндуро в этом немного, потому что хочешь не хочешь, все равно подразумевается груз сзади, так и так развесовка назад уйдет. В выбранном размере нет ни одной Adventure или Dual Sport шины у Bridgestone, Continental, Dunlop, Kenda, Mitas, Michelin, Pirelli, Шинка и так далее. Зато десятки шин с размером 140 на 80 R17, к которому вы скорее всего придете. Высокий профиль без проблем влезает в KLE. Если поставить шину 140 на 80, радиус колеса увеличится на 14 мм, клиренс под нагрузкой увеличится примерно на 12 мм, у байка станет более нейтральная развесовка по осям и чуть острее управление. Одни плюсы. К сожалению, проблема вообще не в клиренсе. Примерно представляя геометрию мотоцикла, у меня был план проехать на KLE маршрут с крупными камнями и подъемами, чтобы показать, что геометрически все проезжается в условиях, которые по сложности рельефа превышают большинство внедорожных маршрутов для adventure мотоцикла. Предварительно я затянул преднатяг на максимум, что, кстати, та еще задачка. В инструкции от Kawasaki сказано, что для того, чтобы отрегулировать преднатяг, нужно обратиться к авторизованному дилеру Kawasaki. Пока шутили над руководством Desertex, где для очистки воздушного фильтра предлагали съездить к дилеру, у нас тут новая высота. Я понимаю, почему Kawasaki так сделала. Во-первых, ключа для регулировки преднатяга в стоковом наборе инструментов нет, что иронично, потому что у KLE гигантское подседельное пространство. Не знаю, заметно на видео или нет, но пассажирская часть очень широкая. Соответственно, под седлом вместительная центральная часть, а также хорошее углубление в пластике с обеих сторон, куда можно распихать ключи, монтажки и компрессор.
дневных покатушках по грунтовкам можно ездить с гидратором на спине без каких-либо сумок на мотоцикле. Это безусловный плюс байка. Ключ для подвески специфичный, у обычных людей в гараже такого нет. Обычно с мотоциклом идет, поэтому никто отдельно не покупает. На Алиэкспрессе без проблем можно заказать, но нужно заморочиться и еще и знать нужный диаметр. Можно, конечно, молотком и отверткой выдолбить, но вряд ли Kawasaki подразумевала такой способ. Вдобавок регулировать преднатяг дико неудобно, вот эта труба мешает, а в других положениях длинную ручку вставить некуда. На последних витках я цеплял накидной ключ к ручке и кое-как крутил по одному шажочку. Короче, 9 из 10 покупателей возиться с подвеской не будут. Да и не сказать, что это панацея. Я штуки 3 KLE их трогал, у всех с завода преднатяг закручен на 3/4, а Static Sec в любом положении запредельный. Такая подвеска даже в теории правильно не работает. Не потому, что она какая-то плохая дешевая, нет, Каяба технологически это вменяемый уровень для сегмента, даже перевилки толще, чем на MT. Просто подвеску не пойми кто настраивал, как и в случае с Трансальпом. Так вот, еду я к нужному маршруту, чтобы попутешествовать на разных турендуро, а по пути есть участок, который я пару раз показывал, серии разных ступенек, на которых сразу понятна работа подвески. За минуту проехал вверх-вниз, дальше отполировал наблюдениями на высокой скорости и в голове четкая картина. Во-первых, на средних скосах защита двигателя вспахивает землю, что в мои планы не входило. Я буквально на самом съезде с асфальта чиркнул дном, а на запланированном мной маршруте такие скосы есть. Когда лезешь наверх, мотоцикл физически будет сильно мешать, поэтому первоначальный план мне уже разонравился. Во-вторых, когда даже с крохотных ступенек приземляешься, подвеску полностью сжимает и ее никоим образом перенастроить не могу. Вся история с тем, что мотоцикл бьется дном не столько из-за клиренса, сколько из-за того, что подвеска настроена на быстрое сжатие и при любом активном воздействии сжимается до предела. В этом вся беда. Мотоциклов с клиренсом на уровне KLE полно, у них таких проблем нет. Я покатался по простым грунтовочкам, еще ладно, просто избыточно мягкая старомодная подвеска, которая раскачивает на неровностях, поэтому мотоцикл приходится подлавливать на поворотах, не хватает четкости. Мне не хочется ругать мотоцикл, потому что помимо настройки подвески, байк на бездорожье правда неплох. Если сравнивать с 450 MT, KLE даже чуть легче. Kawasaki заявляет для версии SE с полной защитой двигателя и защитой рук 195 кг при полном баке. Тут подоспело реальное взвешивание, где версия SE с полным баком по замерам весит 192 кг. Реальное взвешивание CF Moto примерно в той же комплектации с таким же баком в районе 196 кг. 4 кг ни на что не влияют, но факт есть факт. На бездорожье KLE хорошо рулится, интересная развесовка, четкая работа с газом, шикарная эргономика, ноги вцепляются в нужные места, правильно скользят по пластику и так далее. Эргономика интересна тем, что у KLE самый расслабленный угол в коленях в этом классе, что, впрочем, неудивительно, ведь у KLE самое высокое седло в классе. У MT почти такой же угол в коленях, у всех остальных дела сильно хуже. Мне нравится посадка на KLE, она чем-то напоминает Tenere. Сидишь внутри мотоцикла и ощущаешь себя на большом полноценном байке, во всяком случае, пока не начинаешь крутить ручку газа. Есть мелкие заморочки, типа отдельные кнопки на руле, отключающие ABS, сворачивающиеся лапки передач или металлическом каркасе защиты рук, что при таком весе даже не обязательно было делать. Плюс двигатель поднят ощутимо выше нижних труб рамы, пробить двигатель о камень нереально. А защита двигателя крепится к раме через дистанционные крепления, в раму вы тоже никогда в жизни о камень не повредите. В худшем случае крепление оторвете. Короче, многое спроектировано по уму, но из-за специфичной настройки подвески мотоциклом тяжело наслаждаться. Я занимаюсь только тем, что пытаюсь компенсировать избыточные колебания подвески и гадаю, проскочим мы в этот раз или стукнемся дном. Если ехать по несложным грунтовкам, где подвеска минимально работает, собственно там, где проводился пресс-тур, вполне можно ехать и мягкость даст комфорт, но это нужно иметь очень низкие ожидания от мотоцикла с 21 колесом и длинноходной подвеской. Если взять обобщенные данные, средний вес взрослого человека в Азии 57,7 кг. В Европе 78 кг, в Северной Америке 87 кг. Это все включая женщин. Чисто для мужчин процентов 9 можно накинуть. В Японии средний вес мужчины, включая сумоистов, 62,5 кг, в США 96 кг. Есть у меня подозрение, что подвеску тестировали только на японцах и тайцах. Мы вот дружно ругаем Африку за валкую подвеску, а японцы-то ездят вообще на другом мотоцикле.
Такое чувство, что Kawasaki наняла чувака, которого Honda уволила после настройки первого поколения Transalp 750. Я общался с дилером Kawasaki по этому поводу, потому что мотоцикл до меня тестировали несколько сотрудников. По итогу, если человек весом до 75 кг ездил без груза, подвеска работала корректно. Если вес выше либо на мотоцикле закреплен груз, подвеска оказывалась слишком мягкой и никаким преднатягом это не компенсируется. И это на мотоцикле в стоке без аксессуаров. В реальности, даже если вы японец, все равно будете ездить с дугами, инструментами и мелким грузом. Проблема всех коснется. Я, кстати, в этот раз с собой брал меньше груза, чем обычно, потому что сзади рюкзак привязать не к чему, а я не хочу целыми днями на горбу вещи таскать. И это само по себе не очень важно, потому что для байков такого типа оптимальнее подходят безрамочные сумки, которым багажник не требуется. Ездить вдвоем на малокубатурнике, да еще с такой мягкой подвеской, тоже сомнительная идея. В общем, большую часть вещей пришлось оставить дома. Дрон с пультом, камера, мультитул и гидратор. Больше ничего не брал. По причине рюкзака за спиной корректно оценить комфорт сидений не могу, но вроде неплохо. К вечеру ничего не затекало. Когда я забирал и отдавал мотоцикл без полноценной экипировки и без груза, вот там подвеска более-менее работала как должна. Есть вероятность, что под шквалом критики Kawasaki одумается и быстренько сделает обновление с измененной подвеской, и вот тогда я буду оценивать, какой байк на бездорожье. Я хочу дать ему второй шанс, потому что в остальном мне понравились ощущения вне асфальта. Но даже если ответа Kawasaki придется ждать долго, я уверен, что в ближайшие месяцы владельцы найдут оптимальное решение. С вилкой понятно, наверняка достаточно залить масло погуще. В амортизаторе наверняка достаточно пружину, поменять это все недорого. Если будете смотреть обзор на полгода позже, помониторите ситуацию, как это исправить, и тогда принимайте решение. Глобальная проблема в том, что CF Moto 450 MT получился сбалансированным, это сильный конкурент даже на рынках, где KLE стоит недорого. У 450 MT нет ни одного критического недостатка, на который можно было бы давить, говоря, что Kawasaki принципиально лучше, а недостаток малокубатурного мотора у них общий. В Формуле X есть дилеры и CF Moto, и KTM, и Motomarini, и Watch, и Honda, и QJ Motor, и Kawasaki. Большинство мотоциклов этого класса доступны в одном месте, большое дело. Там же обилие магазинов с экипировкой и аксессуарами, а список магазинов постоянно пополняется. Например, совсем недавно открылся фирменный салон с хорошей российской экипировкой Dragonfly. 4 этажа с мотоциклами, экипировкой, запчастями и аксессуарами на юге Москвы. Приезжайте, увидимся в Формуле. Давайте пока проанализируем мотоцикл с точки зрения асфальта. Здесь у KLE есть занозонька в виде NX500, но сначала нужно поговорить о ценах. У Kawasaki есть особенность, что цены на официальных европейских сайтах никакого отношения к реальности не имеют, потому что в ценах включены опциональные бонусы. Допустим, в цену KLE на сайте включена страховка, а в реальности базовый мотоцикл стоит не 6500 евро, а 5900, а версия SI с цветным экраном и хорошей защитой, как у меня на тесте, не 7 с лишним, а 6,5. А, например, в цену версии с 650 включена стоимость обслуживания на 3 года. В реальности версия стоит не 9000 евро, как на сайте, а 7300, и мотоцикл начинает по-другому играть, согласитесь. Я составил табличку с реальными ценами на текущий момент, за исключением BMW, потому что гусенок пока не появился и, соответственно, актуальных предложений нет. И цены на Royal Enfield не проверял, там вроде есть скидки на мотоциклы 2025 года. Хочу обратить внимание на несколько моментов. Первый. KLE действительно стоит на уровне китайских мотоциклов в похожей комплектации. Второй. Если нужен мотоцикл для асфальта с легкими внедорожными возможностями, не вижу смысла в KLE при наличии Honda за схожий ценник. Третий момент. Версия с 650 дышит в спину с более интересным мотором и с подвеской на голову выше. Про Versys как будто не говорят в медиа, хотя в Испании продажи хорошие. В этом классе в прошлом году больше, чем 650-х Versys'ов было продано только NC-шек. Сбалансированный, удобный байк. За свои деньги подарок, присмотритесь. Четвертый момент. Ценовой зазор между классами настолько невелик, что истории с дорогим тюнингом подвески на дешевых мотоциклах лишен смысла. Разумнее сразу купить байк получше. Что касается России, никаких продаж не будет. Да, штучные новые мотоциклы продадутся, но ценник очевидно получится выше, чем у CF Moto, Motomarini и наверняка даже KTM, поэтому я никакого смысла в такой покупке не вижу. Если надеетесь через годик-два привезти с японских аукционов KLE, без шансов.
KLE 500 в Японии никогда не появится из-за особенностей законодательства. Возможно появление KLE 400 для внутрияпонского рынка, но это был бы еще более унылый аппарат с мощностью и моментом на 12% меньше, вам такое не нужно. Да, можно сказать, что KLE — это продолжение модели Versys X, во многом лучше, но время ушло, малокубатурный класс со времен появления Versys X сильно развился. На асфальте главная проблема все та же — слишком мягкая подвеска. Справедливости ради, на магистрали мотоцикл остается вполне стабильным вплоть до максимальной скорости, несмотря на мягкость. Нет такого, как на многих софт-эндуро, когда поток воздуха поднимает мотоцикл за переднее крыло. Я еще в салоне заметил, что подвеска супер мягкая, поэтому на узкие серпантины не собирался ехать, выбрав более скоростные. На скоростных извилистых трассах с хорошим покрытием, где более плавный ритм и не нужна сверхточность, можно получать удовольствие, если хватает динамики 450-сильного мотоцикла. В этом и проблема. Вне города мне этой динамики не хватает. Дело не в Kawasaki на 450 MT, Himalayan и NX, мне тоже скучно на скоростных дорогах. Кстати, единственная эргономическая деталь, которая меня раздражает в KLE — длинноходная ручка газа. Динамика у всех 450-ок такая, что вне города большую часть времени с ручкой до упора ездишь. С таким длинным ходом руку хочется перехватывать. По-хорошему, малокубатурные мотоциклы должны оценивать новички. Взять арендный мотоцикл и покататься пару дней для общего развития — окей, в городе тоже достаточно, но так, чтобы я мог представить себе покупку подобного мотоцикла для серьезных путешествий — нет. При том, что KLE не самый овощной в классе, все равно мне мотора не хватает. Двигатель здесь настроен ровно как на Ниндзе, ничего с ним не делали. Собственно, из-за чего вся ситуация с клиренсом взялась. Kawasaki полностью сохранила геометрию выхлопной системы под двигателем, которая изначально ни под какой турендуро не планировалась. По заверениям компании, перекомпоновка выпуска потянула бы за собой по цепочке другие доработки, а также необходимость заново homologировать мотор. В конечном итоге мотоцикл не смогли бы продавать по цене китайцев. Компромисс: оставили выпускную систему и снизу еще положили трубы новой рамы, что дополнительно съело пространство, но попутно увеличило максимальную нагрузку. Отсюда же отсутствие изменений в моторе на физическом уровне, и не сказать, что настройка двигателя и передаточных чисел под спортбайк — то, о чем мечтают турендуристы, все ради экономии. Двигатель очень плавно выдает тягу, его удобно контролировать, никаких дерганий, но на низах совсем уж жиденький и дает не те ощущения, которые ожидаешь. Верховой мотор и настолько мягкая подвеска — так себе сочетание на мой вкус. Опять же, из-за того, что KLE сильно выше и почти на 30 кг тяжелее Z500, и расход повыше, и максималка наверняка ниже. С максимальной скоростью есть важный нюанс. Практически для всех рынков мотоцикл 51-сильный с пиком мощности на 10 тысячах оборотов и пиком момента на 7,5 тысяч оборотов. По числам он самый мощный в классе. Для Европы байк всегда задушен под категорию А2 с мощностью 45 сил на 9 тысячах оборотов и пиком момента на 6 тысячах оборотов. Соответственно, и максималка на европейской версии, как у всех остальных конкурентов. До 140 км в час по GPS разгон есть, до 150 медленно вытягивает, а дальше число зависает и еле-еле движется еще на несколько километров в час, так у всех. С горки и с попутным ветром еще что-то можно сцедить. На шестой передаче на трассе двигатель физически не может продавить сопротивление воздуха, и где-то с 9000 обороты перестают расти. Можно сказать, мотоцикл с круиз-контролем. Еще нюанс в том, что у меня на тесте версия SE с высоким стеклом. Это одно из самых высоких стекол в классе, выше может быть только у NX 500. Хотя сильно не надейтесь, для высокого и даже среднего роста все равно ветер в макушку шлема бьет и нужно ставить прищепку. Но потенциал для улучшения ветрозащиты хороший. Про расход топлива заострять внимание нет смысла. 450-ки все с умеренным аппетитом, если быстро не ездить. Так для любопытства замеры делал, примерно как у всех. Можно формулку запомнить, которая для большинства 400-ок работает. 110 км в час по GPS — это 4 литра, 125 литров, 130 — 6 литров. Погрешность с конкурентами — пол-литра максимум, не заморачивайтесь. И да, средние кубатурники кубов на 700 на магистральных скоростях экономичнее, чем малокубатурники, проверял неоднократно. И у низовых малокубатурных одностволок преимущества на трассе по факту нет. Когда с другом путешествовали на 450 МТ и Himalayan 450, ездили везде с одной скоростью и менялись мотоциклами.
За 2000 километров с лишним какая-никакая статистика накопилась, Himalayan между заправками всегда съедал немного больше бензина, хотя есть поверье, что раз 450 МТ работает на более высоких оборотах, то и потребляет больше. Это не так работает. Если бы я был менеджером Kawasaki и пытался продать KLE вместо 450 МТ, я бы напирал на два момента. Во-первых, очевидно, на легендарную тайскую, то есть японскую надежность. Если без шуток, замена масла по регламенту на KLE не раз в 5000 километров или каждые полгода, как на CF Moto, а раз в 12 тысяч километров или раз в год. Для мотоцикла на гарантии это ощутимая экономия на затратах, плюс не надо подгадывать путешествия под сроки обслуживания. Из-за более частого регламента стоимость обслуживания китайцев в Европе по факту дороже, чем японцы того же класса. Ремонт и кузовные детали дешевле, да. Кстати, у меня большие вопросы к ценам на оригинальные аксессуары для KLE. Во всяком случае, я плохо понимаю, почему оригинальная защита радиатора, защита рук и сиденья на люксовый Desertex стоит дешевле, чем на бюджетный KLE. Во-вторых, я бы продавал более четкую работу с газом. Хотя тут опять нужно делать вид, что не существует NX500. Но в целом на KLE плавный японский газ и вменяемая коробка без сюрпризов – важный фактор. Фирменная технология Kawasaki с легким поиском нейтрали в наличии. Это когда на холостых нельзя переключиться с первой на вторую передачу, всегда переключает в нейтраль. Удобно в городе, но спорно в случае с KLE. На бездорожье бывают моменты, когда удобнее стартовать со второй передачи. При желании можно нащупать вибрации. Меня нисколько не напрягают, но, как показывает практика, есть люди, которые очень чувствительны к высокочастотной вибрации. Здесь их где-то далеко найти можно. По факту вибраций явно меньше, чем на любой одностволке в этом классе, и они где-то по пластику гуляют, а не на руле. На KLE стойка руля установлена через резиновый демпфер, которого нет на Ninja и Z500, плюс на KLE установлены безумные грузики руля почти по 45 мм, это все как раз гасит высокочастотные вибрации. Плюс дополнительно стоит здоровая защита рук. За счет всего этого великолепия на Kawasaki самый широкий руль в классе. Да, есть ощущение большого мотоцикла, но я бы предпочел узкий руль. Для сравнения, на NX500 руль на 15 см уже, огромная разница в междуряде. В зеркалах картинка для малокубатурника на удивление более-менее четкая. На высоких скоростях слегка мазать начинает, но в целом все видно. И в зеркала такой формы на удивление что-то видно, потому что широкая часть снаружи, а не наоборот, как на молодежных байках. Хотя до уровня обзора в зеркалах NX500 все равно далеко. У многих пунктик насчет того, что мотор должен быть обязательно низовым и никак иначе. У меня никаких проблем ни в пробках, ни на бездорье с этим байком не было. Стабильный контролируемый газ, никаких рывков и прочего, хотя раскрываться мотор по-настоящему начинает примерно с 5000. С этим проблема, потому что байк в текущем исполнении не то чтобы для активной езды, хотя мотор ревет как на спортбайке. Пока катался, наткнулся на симпатичный относительно медленный серпантичек, но на KLE не смог им насладиться, теперь хочу туда съездить на нормальном спорттуристе или кроссовере. Как раз то, о чем я говорил в прошлом обзоре Tiger Sport 800. Перед поворотами здесь нужно хорошенько тормозить, а вилка при активном торможении и ускорении болтается, нужно подлавливать. Четкости не хватает. Плюс в точный тайминг на повороте попасть сложно, потому что тормоза простейшие и бледно схватывают где-то в самом конце. Один тормозной диск спереди — это в целом нормальная история для малокубатурника, и на CF Moto, и на Himalayan, и на KTM один диск спереди. Но чем выделяется 450 МТ, там стоит радиальный четырехпоршневый суппорт, который дает неплохой контроль. Хотя при агрессивном торможении с высоких скоростей CF Moto тоже не дает сомневаться в дешевизне тормозов. На NX500 спереди два тормозных диска и прекрасно настроенная короткая подвеска. За счет этого баланса, контроль на торможении и в поворотах еще лучше. NX позволяет похулиганить и в городе, и на серпантинах. Получается, KLE в сухую проигрывает двум своим ближайшим конкурентам и по подвеске, и по тормозам, фундаментальным параметрам. Еще можно добавить, что KLE единственный с камерными колесами среди ближайших конкурентов, и ничего хорошего в этом нет. Итог предсказуем. На асфальте NX500 гораздо приятнее, тем более он теперь с E-Clutch, что ставит Honda на другую ступень в городе, а с текущим исполнением подвески на бездорожье приятнее 450 МТ, а еще лучше KTM 390 Adventure R. Если представить, что проблему подвески недорого можно исправить, ситуация будет слегка другой. NX слишком дорожный, и если хочется чего-то чуть более внедорожного, но без перегибов, KLE имел бы смысл.
Примерно как Трансаль. Не самые выдающиеся внедорожные характеристики не мешают ему продаваться. Сильно меньшему количеству людей нужен хардкорный внедорожник, а не универсал. Поддержать меня можно на Бусти или Патреоне.